Всем привет, меня зовут Дженара. Это видеомастер-класс по пошиву подкладки для сумочки-сетки из шнура. Такую сетку мы с вами связали на предыдущем видеомастер-классе, ссылку на него я прикреплю в описании. Для пошива подкладки нам понадобится узнать ширину, она у нас составляет 38 сантиметров, и высоту 30,5 сантиметров. Все, больше никакие мерки нам снимать с сумки не нужно. Я буду шить для этой сумки двойную подкладку, поэтому я вырезаю два прямоугольника 40 на 63 сантиметра. 40 это потому, что 38 сантиметров ширина плюс 2 сантиметра на припуске, и длина 63 сантиметра, потому что у нас высота сумки 30,5 сантиметров, умножаем на 2, получается 61, и плюс 2 сантиметра на припуске, итого 63. Вырезаем два прямоугольника, у нас будет внешняя и внутренняя подкладка. И далее нам нужно скроить кармашек. Для кармашка я взяла ткань другого цвета. Кармашек по размеру: высота 18 сантиметров, ширина 20 сантиметров. Сверху я подгибаю кармашек два раза по 0,5 сантиметров и отутюживаю. Слева, справа и внизу я делаю подгиб по 0,5 сантиметров один раз. И мы с вами начинаем шить с кармана. Вначале нам нужно прострочить верх кармана, там, где мы подогнули два раза, вот в этом месте. Итак, мы прошили верх кармана. Теперь нам нужно пришить карман к внутренней подкладке. Берем любой из прямоугольников, они у нас одинаковые. Вот так он будет у нас располагаться внутри сумки, сложенный пополам. И на одной его стороне будет располагаться кармашек, ровно посередине. Нам нужно определить, где середина у подкладки. Для этого нам нужно взять подкладку и сложить ее пополам вдоль. Складываем подкладку, и вот это место, линия сгиба, это у нас середина. Теперь нам нужно взять наш кармашек и точно так же сложить его пополам, чтобы определить, где у него середина. Прикладываем теперь линиями сгиба друг на друга. Сверху оставляем примерно 6 сантиметров. Теперь кармашек нужно подколоть булавками к подкладке и аккуратно прошиваем кармашек как на джинсах, для того, чтобы закрыть полностью швы. Видите, я сделала два стежка, один по краю и один немножко отступив вовнутрь, около 5 миллиметров. Вот такой у нас получился кармашек. Теперь мы пришиваем молнию к подкладке. Я взяла молнию такого же цвета, как и пряжа. Если молния слишком длинная, можно лишнюю длину отрезать. Оставляем примерно полсантиметра 2 с краю. Прикладываем молнию к подкладке и пришиваем таким образом, чтобы у нас край молнии слегка съезжал наверх. Вот мы пришили. Теперь мы берем наш второй прямоугольник, это внешняя подкладка. Прикладываем его поверх молнии, и здесь уже можно с помощью специальной лапки для пришивания молнии прошить эту часть. Сначала, конечно, подкалываем иголочками, и затем уже пришиваем на швейной машине или вручную. Готово. Видите, молния как бы слегка выезжает наверх. Выворачиваем подкладку. И здесь для красоты можно сделать еще один стежок, отогнуть край и прошить так, чтобы у нас потом ткань не задевала молнию, чтобы молния не зажевывала ткань. Готово. Прошили. Далее мы берем с вами нашу внутреннюю подкладку,
Прикладываем ее к краю молнии и также пришиваем с одной стороны, вот так. Затем берем внешнюю подкладку, прикладываем ее с противоположной стороны к молнии и тоже пришиваем. При этом следите, чтобы край молнии тоже слегка съезжал наверх. Не забудьте еще отогнуть и прошить, как мы с вами делали с другой стороны, чтобы молния не заживала ткань. Вот у нас уже готовая прошитая подкладка к молнии. Теперь нам нужно зашить вот эти края слева-справа на обоих подкладках. И вот на внутренней подкладке я оставляю небольшое отверстие, чтобы потом можно было вывернуть подкладку. Вот так мы с вами прошили со всех сторон. И вот здесь я оставила небольшое отверстие для выворачивания. Теперь нам нужно отогнуть углы и вот так их прошить. 4 угла на внутренней подкладке и на внешней. Если вам сложно определить на глаз, какой должен быть размер угла, то померите подкладку донышка на сумке. Оно у нас было примерно 12 сантиметров. Вот эти 12 сантиметров должна быть такая же длина угла на подкладке. Итак, готово. Мы прошили. Теперь можно уголки отрезать. И нам осталось только нашу подкладку вывернуть. Когда мы будем выворачивать подкладку, то у нас внутренняя подкладка с кармашком должна оказаться внутри внешней подкладки. Также уголки, которые мы с вами сделали в процессе шитья на подкладке, тоже должны совпадать и вкладываться друг в друга. И вот наша готовая подкладочка. Проверяем ее. Она сама как отдельная сумка. Может быть, вышло у меня не прям идеально, но, как я уже и говорила, я не швея. И для своих сумочек и подкладок я все придумываю сама. Я не претендую ни на какую идеальную формулу. Это лишь мое видение, мои фантазии, так сказать. Итак, прошиваем это отверстие, запечатываем его. Теперь берем нашу подкладку и вставляем ее в сумку. По размеру подкладка должна совпадать с размерами сумки, не больше и не меньше. Может быть чуть-чуть больше на 1 сантиметр длина и ширина, потому что сумка в процессе еще немножко растянется. Поэтому если вдруг получилось больше, не переживайте, оно там все потом постепенно соединится и станет единым целым. Теперь иголочками подкалываем подкладку к сумке в нескольких местах и будем с вами прошивать. Нужно, чтобы у нас подкладка находилась на одинаковой высоте по всему периметру. Для пришивания берем ниточки такого же цвета, как пряжа и подкладка, и аккуратно пришиваем вручную. Вводим нитку и иголку ровно в стык между молнией и подкладкой, так, чтобы этого шовчика у нас не было видно снаружи. И аккуратно пришиваем, далее вручную делаем короткие стежки, немножко делаем шаг назад, отступ и затем вперед. И так продолжаем шить по всей окружности сумки.
Итак, вот мы с вами закончили, пришили подкладку к сумке. И мне кажется, что с подкладкой эта сумка стала смотреться еще красивее. Во-первых, подкладка полезна тем, что у вас из этих дырочек сетки не выпадут мелкие предметы. А во-вторых, сама подкладка двойная и молния держат форму сумки и придают ей дополнительную жесткость. Мы открываем нашу сумочку. Давайте посмотрим внутри. Вот наша подкладочка с кармашком. На мой взгляд, все выглядит достаточно аккуратно. Напишите в комментариях, как вы считаете, удобен ли этот способ пошива подкладки для такой сетчатой сумки, или вы считаете, что это слишком сложно. Ну, вообще-то, честно говоря, я старалась сделать это достаточно просто, потому что я сама не очень люблю шить, и для меня каждый раз пошив подкладки – это такой небольшой стресс. Для этого я решила придумать такой способ, чтобы это было несложно и приятно. А вам желаю успехов!